Ребят, всем привет, это Игорь Рыбаков. И в инстаграме я спрашивал, на какой же машине все-таки мы поедем, наша команда. И вы в жизни не догадаетесь. Вообще, ребята, это очень странный отель. Тема довольно-таки известная, уже проходит 20-е ралли 20 лет подряд. Ставьте лайки, пишите комментарии. Самый пьяный, самый тусовый, самый быстрый борт. Блин, крутая тачка, ребята, это что, гелик? Всем привет, это очередное путешествие. В этот раз я лечу во Францию, Париж. Это 24-я страна в этом году, которую мне удалось посетить. Для чего я туда еду? Чтобы поучаствовать в ралли, который называется Gimbal 3000. Почему называется Gimbal 3000? Потому что проходит 3000 миль. Оно стартует в Великобритании, в Лондоне, идет через Францию до Милана. В Милане мы садимся в самолет и перелетаем в Японию, продолжаем это ралли по Японии. Я впервые вообще участвую в ралли и даже не представляю себе, как это все выглядит, что там будет интересно. Об этом постараюсь вам показать, рассказать. Что, ребят, сразу по музыке понятно, что играет французский рэп. Мы приехали, место называется Шанти. Сейчас развозим участников, те, которые тоже присоединяются не в самом начале, а именно во Франции. Взяли в аренду тачку, вот такую БХ-5. Но поедем мы, конечно же, не на ней, это машина поддержки. Гимбаловские отели, в которых расселяют непосредственно участников, водителей. Соответственно, я живу в этом отеле, а поддержка и все остальные живут в разных отелях, потому что всех невозможно поселить в один. Но они все рядом находятся. Меня заселили в гимбалский отель. Это безумно красиво. Прям по-французски. С размахом с таким. 92 номера здесь. Все оформлено, конечно же, в классическом стиле. Красота неописуемая. Смотрите. Вот мой номер. Вау! Вот это да! Здесь у нас душ. Туалет, весы даже есть, шкаф, мини-бар. Машины, которые участвуют в ралли, они все тюнингованные, какие-то необычные. Здесь, кстати, будет Брок Пирс. Они взяли в аренду машину «Назад в будущее». Фильм все смотрели, наверное. Также увидим уже знакомых нам ребят. Они у нас были на конференции Футурама. Я иду покушать. Не знаю, как здесь будут люди проезжать на Ламборгини и заниженных тачках. Асфальт сняли. Смотрите, как это выглядит. Мне кажется, этот городок намного симпатичнее выглядит с нормальным асфальтом. А сейчас все в грязи в такой. Не похоже на Европу. Доброе утро. Сейчас 7 утра. Многие уже собирают поездов. А я встал на утреннюю пробежку, потому что не бухает энергии очень много. Можно спокойно побегать. А что добежать до парковки, где стоят все тачки крутые, и утром поснимать. Такие Феррари запаркованы. Такие красавцы здесь стоят. Макларен. Ребят, вчера из Лондона стартовали, и была пробка жуткая, поэтому сейчас все как можно раньше стараются уехать. Это Игорь Рыбаков, и в инстаграме я спрашивал, на какой же машине все-таки мы поедем, наша команда. И вы в жизни не догадаетесь, смотрите. Конечно, это гелик! Желтый! Должны были еще цвет угадать. Желтый гелик. Никогда бы не догадались. А вот это, знаете, знак? Игорь Рыбаков. Это первый раз я сижу в гелике вообще, но за рулем еще пока не ехал. Пока первое ощущение УАЗик реальный. А ты что, первый раз? Да, я не знаю, зачем люди покупают такую машину. Не, на охоту самое то, мне кажется, гонять на таком. Ну вообще гелик, я так скажу, это не машина, это трактор, ребят. Поэтому, если кто хочет попонтоваться и в городе на тракторе, то берите гелик. А кто, в общем, хочет нормально кайфануть, что взять? берите S-класс. S-класс, купе. По-моему, лучше вообще не бывает ничего. До Швейцарии примерно 500 километров сейчас. И потом мы едем
через Швейцарию пересекаем и ночуем в Милане. Но вообще у нас сегодня 1000 километров пути в этом тракторе. Игорь, топи. И твоя страна в целом отдыхает. Покажи. Нормально. Если что, штрафы, кто штрафы платит, Игорь? Тема довольно-таки известная, уже проходит 20-е ралли 20 лет подряд. За что люди платят 50 тысяч фунтов, я так понимаю, да, участие? И сколько это в долларах или в рублях? 4 миллиона рублей люди платят для того, чтобы проехать в компании с лучшими суперкарами мира стоимостью 15, 20, 30 миллионов долларов. И, как правило, гамбл — это такая нелегальная штука, потому что у всех вот такие котлеты денег, и все едут 300 просто вот так вот, платят деньги, едут 300, их сажают в тюрьму, там, держаться. А почему выбор пал на гелик и на GT? Сложно сказать, машины выбирал не я. Что бы ты выбрал, если бы ты выбирал? Я бы выбирал, смотря какой бюджет. Нужно Unlim? хотя бы Unlim, тогда Pagani Не Unlim. 5 миллионов долларов машина. Как стоит. называется? Pagani Huayra BC. Это типа супер редкая Pagani. Ты ее заказываешь, ждешь 3 года, пока тебе ее сделают. И есть возможность выбрать все цвета, все материалы и даже произвести для тебя собственные детали, элементов. Кстати, вы посетите завод этот, ты увидишь все эти тачки. Пока первое вот впечатление, что-то новое узнал, увидел или пока ничего? Слушай, Давай честно. Первое, вот я увидел, что здесь реально люди приезжают, и они на драйве. Фанаты прям, да? Прям вот они, прям движ у них, прям это называется смысл жизни. Он здесь у них вот выпячивается, да, он у них вот прям материализуется, подсвечивается, контрастирует. Поэтому это живое событие, это я уже увидел, да. Теперь надо разобраться хорошо, а что такого, почему люди сюда едут. Вот с этим будем разбираться вот все эти дни, окей? Окей. У нас, ребят, впереди 6 дней примерно. Надо обязательно так делать, иначе он просто не закроет. То есть никаких недоводчиков, ничего такого нет. Да. Он неудобный, он плохо сделан, но он на стиле, он харизматичный из-за звука, он быстро по прямой едет для своего веса, звучит. И привлекает внимание. Да. Решили сделать остановочку в Альпах. Позади меня Монблан. Там все еще лежит снег. Красота. Первый раз, кстати, в Альпах, именно летом. Безумно красиво. Приятные вот эти альпийские луга пахнут. Полная обойма слов в моем арсенале. Блин, крутая тачка, ребята. Это что, гелик? I'm fan de Gumball Coming. Окей, гамма фан. Что, может подарим ему что-нибудь? Есть какая-нибудь атрибутика? Let's make for you present, special present for you. Есть атрибутика какая-нибудь? Есть. Где? Rolls-Royce. Hello guys. Hi. Where are you from? America. America? Yeah. Wow. What is city in America? Los Angeles. Cool. See you later. Bye, see you. Симпатичная девушка из ЛА, она все меня это не поймет, ладно. Клевые ребята из Лос-Анджелеса. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ребят, небольшой лайфхак. На российских номерах не приходят штрафы ни за парковку, ни за превышение скорости. Поэтому можете делать вот так. Больше 200 не едешь. Ограничение. Не надо учить нехорошим вещам. Это Игорь Рыбаков рассказал лайфхак нам. Давайте мой лайфхак, ребята. Не надо плохих лайфхаков. Это кончается всегда плохо. Нас полиция остановила. Говорит, всех участников гамбола просят. побери. Hello. How many? Five. No. Two. Look, doing. Окей. Что он сказал? Он сказал, спросил, сколько нас еще там, я сказал, ничего не знаю. арестовывать не будет никого? Сейчас посмотрим, потому что мы всю дорогу ехали О, ребят, мы вторые, третьи. Вот там, походу, всех, кто гамбл ехал, всех принимают, потому что все ехали быстро и, похоже, Ребята, сейчас будут лишать прав. да. Park up in here as well, guys. Первый раз в гимбале? Да. И как, нравится? Пока да. Пока дня мало еще прошло. Вы в Японию летите? Да. Отлично, мы тоже. Чем все втроем.
А, вы с машины летите? Вообще круто. Что здесь под капотом? Атмосферный V8 от М5 в 39-м кузове. 5 литров, 400 сил. Нормально. Какого года машина? Мы производили с 2000 по 2003 от 2002. 16 лет. Быстрее садимся, садимся, нам за Феррари встать надо. Смотрите, какая работа полицейских. Серьезно. Spanish bras, no bra. Call it up the lane for the walks and the walks. Ain't come to play games, I just wanna play my part. Многие люди путешествуют вместе со своими машинами. Вот эти ребята приехали из Нью-Йорка, прилетели со своей тачкой. И завтра полетят с нами в Осаку, в Японию. Люди покупают не только себе билеты, они еще берут билеты для своих красивых, дорогих машин. Baby, slow it down, cause you're moving too fast. Yeah, it's too fine to be moving too fast. Back to the thuggin'. Настоящая полицейская тачка. All my niggas love it. Baby, Наручники висят. А, смотри, у них и рация, все. You buy this car in New York? Yeah. How much? 40,000. 40,000? Oh, good price. Good car. Вот так, ребята, не обязательно, чтобы машина была дорогая. Главное, креативная. Помните, сегодня мы снимали Rolls-Royce, в котором ехали ребята из Лос-Анджелеса. В результате их остановила полиция за превышение скорости 240 км в час. Они ехали, и у них забрали Rolls-Royce. Они теперь будут сидеть 3 дня примерно в тюрьме. И потом еще ждать месяц, когда будет суд. Им сказали, не едьте с большой скоростью, потому что это Франция, здесь невозможно за деньги что-то решить. Оказывается, 2 экипажа арестовали. Один водитель в одном экипаже сидит, и в другом тоже сидит. Но остался второй водитель, который говорит, мы сегодня купим новый Фантом, новую машину, чтобы завтра полететь в Японию и продолжить гимбл. Прикиньте. Выглядит как какая-то сказка, но на самом деле это действительно так. Вот такие вот законы. То есть неважно, сколько у вас денег, соблюдайте и чтите законы тех государств, в которых вы находитесь. Ребята, всем доброе утро! Мы проснулись и сегодня вылетаем в Осаку. Есть специальный борт, который называется Гамблский борт. Это чартер, на котором мы сейчас вылетаем в Осаку и будет пробег по Японии. Сейчас с Игорем посмотрели, у нас был выбор полететь отдельно, либо полететь вместе со всеми. Посмотрели видео и поняли, что ради контента надо лететь со всеми. Там такая жесть творится в самолете. Там раздевают догола стюардесс. Короче, все бухают. Гелик жрет безумное количество бензина, то есть мы... Мы только и делаем, что заезжаем в заправку. Да, каждые 20 минут нужно заезжать на заправку, если ты едешь со скоростью 200 км в час. Ну ладно, не 20, но каждый час, да? Ну, ребят, еще покруче тачка. Еще больше, наверное, жрет. Porsche Spyder, очень крутая тачка. Охренеть, какая она внутри. Very nice. Very cool. Огонь, да. Короче, переполняет эмоции и чувствую себя малолетним пацаном. Да. Да. Пипец тут русскоязычный. Вот смотрите, ребят, как нужно делать, чтобы штрафы не приходили. И где номер? Кабальерос такие. Че, может, отъедем? Они не договорятся без нас. We go. We go? Okay. Окей, bye. Интересно, договорятся? И насколько? Какие ваши ставки? Приехали ребята и сказали, что они просто поговорили и их отпустили. То есть 0. Я, говорю, черный, я всегда разговариваю, никогда не плачу. Я говорю, ты похож чем-то на русского.
ждем, когда нас самолет запустит. Идем в самолет через забор. Airbridge номер. Сейчас она поедет прямо прямиком в самолет. И здесь, наверное, процентов 90 людей, которые летят именно со своими машинами. Мы же оставили здесь тачки, вернее, они в Россию поехали. А там мы взяли новую в аренду. Машины полетят в других самолетах, а этот борт наш. Смотри, какая тема. Добро пожаловать на борт. Самый пьяный, самый тестовый, самый быстрый борт. Так, пока спокойный самолет. Да. Запоминайте его таким. Hi, bro. What's up, man? What's your name? Parker. You blogger? Yeah, my channel is only about cars. Cool. And it's a huge untapped market, and there's also a ton of Russian cars What's the that name? seem totally cool. Mine's Vehicle Virgins. Подписались на Инстаграм. Смотрите, у него 223 тысячи человек. 14 часов 20 минут до заправки в Казахстане. Тяжеловато будет. Вот так здесь все курят, тусуются. Короче, нормально. Летим нормально. Первый раз так лечу. Можно сказать, бизнес-классом. Как в старые добрые времена. Раньше, кстати, в самолетах можно было курить. Стюардессы делают вид, что ничего не замечают. И даже немножко жалко. Сегодня у них тяжелый день, потому что все беспределят, пьют, орут, танцуют. Что еще взрослые мужики, как бы, умеют себя в руках держать. Я не представляю, что было бы, если бы это были молодые ребята. Стюардессе говоришь, я хочу 3 бутылки шампанского, и она тебе приносит шампанское. Что у нас здесь творится? Смотрите, Брок Пирс, что мне дарит. Silver made by our favorite person that made my wedding ring. This bracelet. Thank you, Rob. Подскажу Григорию, у него тоже такая штука есть. А тебе кто подарил? Кто? Брок Пирс? Да. Красава вообще. Всем дает, я тебя благословляю. Короче, здесь вот так вот. Вот так все продолжают тусить, пока мы находимся на дозаправке в Астане, Казахстан. Летим дальше. Добро пожаловать в Осаку. Здесь я еще не был, хотя практически всю Японию мы с Настей объездили. Кто не смотрел круиз наш по Японии, посмотрите обязательно. Заходим на посадку. Сейчас вот показывал вам сидит актер, который снимался в сериале Westwood. Очень много знаменитостей, звезд, актеров, блогеров. Из 300 участников 20 блогеров, представляете? Пилот просто красавчик. Вторая посадка идеальная вообще. То есть можно даже чай не разлить. Или там стакан воды. Плавненько. Вообще молодец. Профессионал. Такая зона прямо в аэропорту, где можно купить сим-карты. Обязательно это делайте именно в аэропорту, потому что только здесь продаются туристические сим-карты. В самом городе, в самой Японии вы не купите, там нужно получать разрешение на эту карту, подавать заранее документы, либо из России это делать, либо в течение 1-2 недель вам аппрувят, то есть подтверждают, что вы можете получить сим-карту, поэтому лучше это сделать здесь. Это самый быстрый и дешевый, наверное, способ получить симку. Ну как дешевый, для туристов самый дешевый. О, бухлишка. Спасибо, я не пью. Amazing. Обалдеть. Но номер крутой. Ванны. Да, вид потрясный. Что за утенок? С ключом. Прикольно. Это Настя возьму.
Это Осака, красота, захватывает прям дух. Горы, океан, река. Трудолюбивые японцы, которые с утра до вечера работают, пытаются чего-то в жизни достичь. Сейчас я вам покажу, как проходит регистрация водителей, потому что в Великобритании я пропустил регистрацию, а здесь как раз нам необходимо это сделать. Ребята, мы пришли на регистрацию машины, и здесь я встретил Диму. И, собственно говоря, тот человек, который меня сюда пригласил. Дим, давай я тебя познакомлю со зрителями. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься вообще? Да, как ты попал на гимбал? Ну, я так понимаю, ты здесь не первый раз уже, да? Второй раз. Я первый раз был как спонсор корпоративный, то есть я спонсировал команду, и нас ехало очень много машин саппорта. В общем, это было не удовольствие, а работа. А сейчас я решил сделать такой, как, знаешь, фан-пробег. Тоже 2 машины спонсирую, и вот мы едем, тебя приглашил, Игоря Рыбакова, у нас приезжают еще разные люди интересные. Самый главный вопрос, откуда бабло? Откуда бабло? У меня достаточно большой бизнес интернет, это 3-я в мире по размеру дейтинг интернет-компания, и достаточно большой венчурный фонд. То есть я Отлично, подожди, дейтинг-компания — это приложение знакомств, да? Это 70 брендов разных в этой области, поэтому это не одно приложение, ну, как бы флагман — это dating.com Group, вот, но у меня есть много social приложений, таких там Trip Together и так далее, то есть это сайты по поиску попутчиков, по поиску совместного жилья и так далее, то есть, в принципе, social приложения, они работают в основном не в России, то есть практически там 95% приложений нацелены на либо азиатский рынок, либо на американский. Мы едем с Димой вместе на Феррари. Дима, так как много раз уже бывал здесь, расскажет, для чего вообще это ралли. Потому что мне многие вопросы задают, кто быстрее приедет, кто это, какой смысл. Это совсем не гонки, Сейчас не говори. Давай завтра об этом расскажем. Сейчас мы покажем, как проходит регистрация. Заполняете анкету, просто пишите свой адрес, подписываете, что не знаю, что я. Вот такая бумажка. Здесь много всего. Я даже не стал читать, просто подписал. Надеюсь, ипотеку на меня не оформили. И вот он, самый важный момент ради вот этой белой повязочки. Гамбал 3000. Thank you. В самолете человека, у которого лицо, все, и голова была в татуировках, все тело. Я спросил, что он здесь делает. Мне сказали, что его пригласили в прошлом году бесплатно, так как ему врач сказал, что остался год ему жить, да? Знаешь, вот, да, и он в этом году приехал снова, то есть прогнозы врачей. То есть Гамбал продлевает жизнь на 1 год. О, вот это да. Хана спине называется. Такого позвоночник больной. Здесь ноги под стол убираются. Слушай, я не был в таком месте, кстати. Удивительно, но удобно. Японцы не дураки. Помогайте готовить. Ты там контент, значит, берешь, Да. а нам тут, понимаешь, что-то Ну самое. вот такая Тебе вот, готовь. я ж блогер. Если счет, и мы пытаемся разобраться, кто чего съел и сколько вообще это стоит, но понять это невозможно. Смотрите, какая у нас здесь праздник живота в отеле.